Москвич первого поколения, выпуск которого МЗМА освоил в январе 1947 года, обладал рядом неустранимых недостатков, унаследованных от прототипа Opel Kadett. Недостаточные размеры салона, неудовлетворительная защищенность салона от пыли, грязи и влаги, излишняя стоимость и трудоемкость изготовления автомобиля при производстве более 50 тысяч машин в год. К тому же возникали претензии к динамике и экономичности автомобиля. Разработанный отделом главного конструктора МЗМА проект модернизации, модель «Москвич-401-423» не решал всех проблем. Поэтому осенью 1949 года Министерство автотракторной промышленности СССР рассмотрело представленный МЗМА технический проект автомобиля «Москвич» новой модели, которой был присвоен индекс 402-425. Работу над «Москвичом» второго поколения МЗМА развернул в 1950 году под руководством главного конструктора МЗМА Александра Федоровича Андронова. На первом этапе были выбраны основные конструкторско-компоновочные решения и размерности автомобиля. В рисунках отработано несколько вариантов внешности кузова и изготовлен макет в натуральную величину. В том же году к проектированию облика машины Министерство автотракторной промышленности привлекло специалистов лаборатории кузовов НАМИ. В течение 50 и 52 годов лаборатория НАМИ предложила несколько эскизов будущего автомобиля «Москвич». Основными условиями создания внешней формы нового автомобиля стало применение гнутых стекол спереди и сзади для улучшения обзорности, цельноштампованных дверей для улучшения защиты салона от грязи и влаги. Чтобы получить просторный салон и вместительный багажник, нужно было увеличить размеры кузова, сделать более мощный двигатель. Параллельно для машины конструкторы шасси разработали новые узлы трансмиссии, упрощающие вождение автомобиля, в том числе гидромуфту сцепления, которая успешно прошла предварительные стендовые испытания и бесступенчатую фрикционную передачу. В 1950 году руководителем макетной мастерской НАМИ Шишкиным выполнены чертежи и изготовлен первый макет кузова нового «Москвича» в натуральную величину. Однако в мае 1951 года экспериментальный цех МЗМА построил ходовой макетный образец «Москвича», внешне существенно отличавшийся от макета работы Шишкина. На этом автомобиле испытывали двигатели двух моделей – нижнеклапанные 402 и 403 со смещенным расположением клапанов. Этот образец сочетал совершенно новый кузов с полноценным задним багажником с некоторыми узлами прежнего «Москвича». Испытания показали, необходимо увеличить колеи колес, что позволило бы сделать автомобиль более устойчивым, а салон более просторным. В том же 1951 году МЗМА переработал компоновку будущего автомобиля. Среднюю часть основания кузова сделали ниже, были предложены колеса меньшего размера, 15 дюймов вместо 16. Колею передних колес уравняли с колеей задних. Кроме того, двигатель и наклонный пол для ног водителя сместили вперед, что позволило получить более просторный салон, практически не изменяя внешних габаритов машины. «Москвич» второго поколения должен был помимо базового четырехдверного седана иметь модификации с двухдверным открытым и закрытым кузовами. Грузовые варианты с кузовом пикап, фургон, оба грузоподъемностью по 250 кг и коммерческое шасси для изготовления фургонов различными кузовными заводами. Все эти варианты сразу закладывали в проект. Работу над «Москвичом 402» приостановили в 1952 году, так как МЗМА был занят иным срочным заданием по разработке и выпуску в производство электроагрегата АПА-7 на базе «Москвича 400». Поэтому второй макетный образец малолитражки, спроектированный уже на основе новой компоновки, экспериментальный цех построил только в июле 1953 года для проверки заложенных в его конструкцию параметров. Тестировали новую переднюю подвеску, тормоза, глушитель, гидропривод сцепления, а также верхнеклапанный двигатель модели 404 и силовую передачу. По результатам испытаний второго макетного образца было скорректировано техническое задание, и конструкторское бюро МЗМА приступило к проектированию образцов уже для утверждения в министерстве. После испытаний второго макетного образца осенью 1953 года были внесены дополнительные корректировки в основные размерности автомобиля. В частности, на несколько десятков миллиметров увеличена колесная база. На конкурсной основе рассматривались макеты внешней формы кузова. С одной стороны, макет номер 1, построенный художниками-конструкторами МЗМА Бронзом и Мастурбаумом под личным руководством Андронова. С другой стороны, макет номер 2, представленный лабораторией кузовов НАМИ, который руководил Юрий Долматовский. Причем макет НАМИ не раз дорабатывали по предложению МЗМА. В итоге макетной комиссией министерства в октябре 1953 года был одобрен макет номер 1, полностью разработанный МЗМА. Он был утвержден министром в ноябре того же года.
На основе этого макета силами экспериментального цеха МЗМА построили следующие опытные образцы. В 1954 году экспериментальный цех МЗМА построил 5 опытных образцов нового «Москвича». Все образцы имели различия во внешнем оформлении, в конструкции кузова и узлов шасси. На двух первых опытных образцах, построенных в апреле, стояли двигатели модели 404 и передняя независимая с рычажными амортизаторами подвеска. Еще 3 образца, построенные в июле-августе, имели независимую переднюю подвеску с телескопическими амортизаторами, примененными впервые в СССР. На 2 из этих машин установили нижнеклапанные двигатели модели 402, а на одном верхнеклапанный 404. Максимальная скорость автомобилей с верхнеклапанным мотором оказалась выше – 115 км в час против 105 км в час, а экономичность лучше – 6,5 литров на 100 км против 7, но разгонная динамика ощутимо выше была на автомобилях с двигателем 402. Во второй половине 1954 года министерство и руководство завода сделали окончательный выбор в пользу нижнеклапанного мотора 402, поскольку его выпуск можно было организовать на уже существующих поточных линиях и с имеющимся оборудованием, без коренной реконструкции моторного цеха. Проектирование «Москвича» 402-425 первое число обозначало индекс двигателя и шасси, а второе кузова завершили в 1955 году. Изготовление мастер-моделей и штампов кузовных панелей поручили Государственному автозаводу имени Молотова. На ГАЗе предстояло разработать технологию производства кузова модели 425, его основные узлы, членение и сопряжение штампуемых панелей, особенности штамповки, сборки и сварки. При этом рассчитывали, что часть деталей кузова будет изготавливать МЗМА, часть ЗИС, вскоре переименованный в ЗИЛ, а окончательно сваривать кузов на МЗМА. В 1955 году большая группа конструкторов и технологов МЗМА выехала в Горький на ГАЗ для совместной доработки комплекта конструкторской документации. С 25 февраля по 1 мая 1955 года государственным испытаниям подвергли 3 опытных «Москвича», построенных летом 1954 года. В зачет попадали 2 автомобиля с двигателем модели 402, а машина с двигателем модели 404 шла вне зачета. После нескольких выездов по Подмосковью машины совершили длительный пробег, в том числе с 30 марта по 29 апреля по горным дорогам Крыма. Во время испытаний автомобили несколько раз поднимались на гору Айпетри. К этим испытаниям для сравнения привлекали и зарубежные аналоги Hillman Minx, Simco Aroнд, Fiat 1100, Ford Taunus, Ford Consul. По результатам испытаний Государственная комиссия рекомендовала «Москвич-402» для постановки на производство, хотя и с некоторыми оговорками. В частности, предлагали провести дополнительные испытания летом, в том числе в горных условиях. Один из автомобилей после испытаний полностью разобрали для дефектовки. Второй участвовал в государственных испытаниях автомобилей ГАЗ-21 «Волга». Еще раз подтвердил продемонстрированные результаты. А третий продолжил ресурсные испытания. В апреле и июне 1955 года экспериментальный цех МЗМА построил еще 3 опытных «Москвича» 402, первый из которых предназначался для экспонирования на всесоюзной промышленной выставке в Москве, второй для доводочных испытаний, а третий для международной промышленной выставки в Индии. Но туда не был отправлен и в дальнейшем также использовался для испытаний. В ноябре 1955 года в экспериментальном цехе по чертежам производства построили 2 образца «Москвича», уже аналогичных будущим серийным машинам. Интересно, что «Москвич» послужил базой и для некоторых опытных разработок Московского автозавода. По приказу министра для «Москвича» в НАМИ совместно с МЗМА в 1955 году создали автоматическую гидромеханическую коробку передач АК-5. В начале года изготовили 3 коробки, 2 из которых проходили стендовые испытания, а одну установили для дорожных испытаний. Работа являлась поисковой и вели ее не с целью внедрения автоматической передачи в производство, а с целью проверки целесообразности ее применения на малолитражном автомобиле. В сентябре 1955 года на МЗМА в единственном экземпляре изготовили опытный образец «Москвича» с двухдверным закрытым кузовом, предусмотренным техническим заданием как модификация. Этот автомобиль не получил собственного индекса, поскольку из-за большой загруженности МЗМА не смогло спроектировать двухдверный кузов по всем правилам и строили его без оформления документации силами экспериментального цеха. Двухдверный кузов был проще по конструкции, имел большую прочность и меньшую массу, был легче в изготовлении. На базе двухдверной модификации рассчитывали наладить выпуск открытой модификации для эксплуатации в южных регионах страны, а также создать варианты с кузовами универсал и фургон. Но из-за низкой унификации с 4-дверным кузовом для двухдверных кузовов пришлось бы создавать новый комплект штампов и устанавливать в цехах дополнительное оборудование, а двухдверных машин отказались.
Единственный прототип двухдверного седана использовали на испытаниях по отладке тормозной системы машин уже нового поколения. В 1956 году для «Москвича-402» в НАМИ спроектировали автоматическую трехступенчатую коробку передач с электромагнитным порошковыми муфтами. В следующем году создали два варианта электромагнитного порошкового сцепления с вращающейся и с неподвижными обмотками, также разработанными в НАМИ. Сцепление с вращающейся обмоткой было принято в качестве основного варианта для дальнейшей отработки и в опытном порядке установлено на один из москвичей 402. Впоследствии эта экспериментальная работа была продолжена на автомобилях 407. «Москвич-402» стали серийно собирать на конвейере в единичных экземплярах в феврале 1956 года для проверки качества конвейерных машин и обучения персонала. Полный переход на выпуск новой модели без остановки конвейера произошел в канун дня рождения Ленина 19 апреля 1956 года. Безостановочный переход для завода оказался трудной задачей, так как у предприятия отсутствовали резервные производственные площади. Поэтому переход пришлось осуществлять в два последовательных этапа. В конце 1955 года действующее производство приступило к выпуску более мощных модернизированных моторов 402B1. Их временно устанавливали на москвичи предыдущего поколения модели 401. А в апреле начали выпуск нового автомобиля. Одной из особенностей «Москвича-402» стал отказ в передней подвеске от классических шкворней. Вместо них снизу стоял опорный подшипник, сверху шаровая опора. Такую схему в СССР применили впервые. В передней подвеске стоял торсионный стабилизатор поперечной устойчивости. Задняя подвеска на рессорах повторяла схему прежнего «Москвича», но была собрана из новых деталей. На машине 402 установили 15-дюймовые шины низкого давления. Напряжение бортовой сети с мотоциклетных 6 вольт перевели на автомобильные 12 вольт. Появились указатели поворотов с выключателями на рулевой колонке и автоматическим сбрасыванием. Система отопления включала обогрев ветрового стекла. В стандартную комплектацию входил двухдиапазонный радиоприемник наружной антенной, такой же, как у модернизированной в 1955 году «Победы». Впервые в отечественной практике регулируемое переднее сиденье имело откидные спинки, что давало возможность в машине устроить спальные места. Капот и крышка багажника запирались дистанционно из салона. Горловина бензобака, расположенная за задним номерным знаком, запиралась вместе с багажником. Коробку передач на «Москвич-402» поставили от модели 401, но с иным картером, к которому крепился удлинитель. С начала выпуска конструкторское бюро непрерывно вводило в конструкцию автомобилей семейства «Москвич-402» усовершенствования, направленные на повышение его надежности, увеличение срока службы, улучшение комфортабельности и других эксплуатационных показателей. В 1956 году художник Казаков и конструктор Филатова предложили комбинированную обивку сидений из материалов, подобранных по цвету и фактуре. Тогда же изготовили опытную партию таких сидений. Переход на комбинированную обивку сидений начали в 1957 году. В июле задние фонари «Москвича» с разделенными секциями указателей поворотов, стоп-сигналов и габаритных огней приспособили к европейским требованиям. При этом указатели поворотов стали оранжевыми, а стоп-сигналы красными, а не наоборот, как было прежде. В 1957 году для Всесоюзной промышленной выставки изготовили один комплектный «Москвич-402» и один в разрезе. Также изготовили несколько машин с улучшенным исполнением для международных выставок и в лучшем исполнении для испытаний за границей в Бирме, Афганистане и Югославии. Первые 10 товарных двухцветных «Москвичей-402» изготовили в декабре 1957 года, как подарок к заводской партийной конференции. Они еще не имели декоративных молдингов, разграничающих цвета. В апреле 1958 года цех моторов перешел на выпуск новых моторов модели 407. Но официальный выпуск «Москвича-402» и его модификации прекратили только в июле 1958 года. «Москвич-402» выпускали в 3 экспортных комплектациях для стран с умеренным климатом, жарких стран и стран с влажным тропическим климатом. Последний вариант считался модификацией и имел собственное обозначение «Москвич-402Ю». Остальные машины были вариантами комплектации базовой версии. Первые 50 машин «Москвич-402Ю» отправили на экспорт в Индонезию в мае 1957 года. С мая 1957 по июнь 1958 года экспортировали 18 тысяч автомобилей «Москвич-402», в том числе в Аргентину, Афганистан, Бельгию, Бирму, Болгарию, Венгрию, ГДР, Голландию, Грецию, Египет, Индонезию, Иран, Исландию, Монголию, Норвегию, Польшу, Румынию, Финляндию, Швецию, Эфиопию и Югославию. Летом 1956 года 5 автомобилей «Москвич-402» впервые приняли участие в автогонках Москва-Минск-Москва. Машины были стандартные, без переделок, за исключением установки дополнительных топливных баков для длительного безостановочного движения. В своем классе экипажи на «Москвичах-402» заняли первые 5 мест. Лидерский экипаж развил среднюю скорость 108 км в час.
1957 году в процессе подготовки автомобилей заводской команды к многодневной гонке на равномерность движения на дистанции 3000 км 6 машин сделали в различных двухцветных окрасках. Все машины прошли дистанцию без дефектов, а в личном зачете были завоеваны вторые и третьи места. В сентябре 1957 года на шоссе и на кольцевых гонках от завода участвовали 9 автомобилей «Москвич-402», на 6 из которых установили верхнеклапанные двигатели модели 407. Во время соревнований на новых двигателях выходили из строя детали клапанных механизмов. Тем не менее, на этих машинах были завоеваны третьи и четвертые места. Также была модификация «Москвич-402Т». Автомобиль для работы в такси разработали в 1956 году. В том же году построили первый опытный образец. Выпуск автомобилей «Москвич-402Т» начали в третьем квартале 1956 года. От базовой модели машины отличались таксометром, наличием его привода и зеленым сигнальным фонарем в левом правом углу ветрового стекла, сигнализирующий о том, что машина свободна. На боковины наносили шашечки. Сначала по всему борту, позднее только на передние двери. Для установки счетчика таксометра пришлось изменить приборную панель и изъять радиоприемник. Внутреннюю отделку сделали из легко моющегося кожзаменителя. Всего за первый год построили 151 автомобиль по входным технологиям. Из них 150 штук потом находились под надзорной эксплуатацией во вновь организованном третьем московском таксопарке. В 1957 году на 50 новых такси «Москвич-402» установили моторы модели 407 из опытно-промышленной партии для подзорной эксплуатации в таксопарке. При этом машины продолжали считаться «Москвичами 402Т». В том же 1957 году 40 «Москвичей 402Т» эксплуатировали во втором Рижском таксомоторном парке. Один «Москвич 402Т» в 1957 году изготовили для Всесоюзной промышленной выставки.